Мне кажется, все просто думают, что документальное кино такое скучное. Ну, художественное кино, ты там вовлекаешься в сюжет и вроде смотришь, и классно, придумка. А документальное кино типа скучно смотреть, но это вообще не так. Ну, хорошие документальные фильмы, например, вот этот фильм «Молчание мух», который я смотрела, там вообще оторваться невозможно просто. Ты смотришь его как какой-то, не знаю, триллер настоящий, художественный. Фильм мне очень понравился, и как вот бывает, когда человек заходит в комнату, и он еще даже рта не открыл, а ты сразу понимаешь, что хороший человек. Там, потому как он кивнул, там, я не знаю, пожал тебе руку. И у меня было так же случилось с этим фильмом. То есть я увидела первые там какие-то кадры, и я сразу поняла, что это крутое кино будет. И первый титр этого фильма, что вот в Венесуэле там в общине в 90-е годы начались повальные самоубийства, и тенденция продолжается до сих пор. И этот титр прям, ну вот как начало какого-то детективного фильма, то есть ты сразу туда втягиваешься, абсолютно невероятной красоты кадры, и вот эти вот вещи людей, ты еще даже не понимаешь, вернее, чьи это, ты можешь только догадываться, что это вещи тех людей, ну, которые погибли. И потом мамы, которые смотрят на фотографии детей, и все, и ты прям в кино, ну, то есть ты начинаешь это смотреть. Начало фильма, конечно, это просто вообще удар в печень. Ну, я прям расплакалась. Ну, потому что когда мама рассказывает про детей своих погибших, это, чуваки, авторы, ну, нельзя так делать со зрителем, это прям вообще все, ну, тяжело очень. А там какая-то одна история была вообще, то есть просто сидит мужчина, смотрит на фотографии своих детей, и одна фраза, что у меня было 13 детей, 8 девочек, 5 мальчиков, осталось 2 мальчиков. Как бы финиш-кат, ну, конец истории, и ты так просто сидишь. Но потом, то есть сначала это прям вот такая вот эмоция, что я даже вот сейчас рассказываю, меня прям аж потряхивают, такие мурашки по коже. Но по мере того, как это все вот как-то так разрастается, и куча всех этих других историй, у тебя вдруг меняется эмоция. Вот такая полифония звучит, как в музыке, и у тебя пропадает вот это вот ощущение ужаса какой-то катастрофы. И появляется очень странное чувство, ну, как бы это кино про жизнь и смерть. Но это до такой степени начинает переплетаться между собой, что как бы где жизнь, где смерть, непонятно. И иногда там про мертвых рассказывают живее, чем про живых. Ну, то есть, потому что все это история про умерших людей. И там они рассказывают, как они пришли к ним во снах. И это какие-то очень такие живые, наполненные жизнью истории, гораздо даже иногда интереснее, чем то, что происходит сейчас живыми в реальности. Там какие-то мелочи бытовые абсолютно как бы скучные, а там какая-то жизнь интересная. И вот это все так переплетается, что ты в какой-то момент ловишь себя, что у тебя такое успокоение появляется. То есть я, когда поняла, что это фильм про смерть, про самоубийство, я думала, что в финале, поскольку я все-таки сценарист, там какие-то вещи сразу отсекаешь, можешь предугадывать, я думала, что в финале это все выйдет на какую-то эмоцию такую, что тебе там будет хотеться жить, там позвонить родителям, вот из этой вот серии, типа, да ладно, у нас нет проблем, жизнь прекрасна. А оказалось вообще не так. И в этом смысле меня фильм очень удивил. То есть оказалось, что вдруг ты в финале понимаешь, что у тебя такое какое-то очень успокоенное состояние, и вот эта вот стертая граница между жизнью и смертью, абсолютная, что как бы не так, что вот идет жизнь, она заканчивается, потом начинается смерть, а это как-то вот все вместе между собой переплетено, все такое вот, все это одна такая вселенная. И ты вот с таким каким-то чувством такого вот спокойствия внутреннего встаешь после фильма. И это очень интересно. Но мне кажется, что это мало где в каких фильмах бывало, даже в художественных. Такой вот совсем другой взгляд на жизнь и смерть. И мне очень понравилось, как фильм называется «Молчание мух», и мне очень понравилось все, что там вокруг вот молчания и неговорения сделано в этом фильме. Потому что там в кадрах, там очень мало синхронного текста, ну, то есть когда герои прям в кадре разговаривают. И это всегда очень мелкие, незначительные разговоры, там типа «поехали, сделали прививки», там «доешь еду», что-то такое. А все главные истории, они рассказываются за кадром, то есть мы видим просто молчаливых людей, и за кадром как такую исповедь слышим. И постоянно они говорят, люди рассказывают о том, что ну вот, там у нее были проблемы, она мне об этом не рассказала, там, ой, я так жалею, что я не успел поговорить, или там мы поссорились и не успели поговорить об этом. И там все время вот этот вот
момент трудности общения, как бы момент неговорения между людьми, он все время присутствует. Такое вот, что как бы люди не могут, ну, никак не могут сконнектиться, не могут говорить, что они все время молчат об этом. Что-то такое внутри себя переживают. Мне очень интересно, например, как судьбы этих людей сложились после того, как сняли фильм, потому что было ощущение, что они в этом фильме даже впервые сказали для себя какие-то вещи, о которых они даже, может быть, ну, в которых не отдавали отчета. Ты смотришь вроде как историю, ну, вроде как кино, там что-то происходит на экране, но в какой-то момент, вот, например, в этом фильме «В молчании мух», там несколько героев стояло, значит, на фоне. Один человек стоял в овощной лавке, ну и, видимо, он там работает, какие-то овощи, фрукты, там он торгует ими. И женщина, которая сидела в магазине с какими-то там порошками, там что-то, тоже какой-то бытовой такой магазин, бытовых принадлежностей. И ты вдруг понимаешь, что это реальные люди. Ну, что это не просто там какие-то придуманные истории, это вот они стоят, как бы я вот сейчас рассказываю это все вам тут на камеру, а они там где-то на другом конце шара продолжают жить, я надеюсь. Вот. И это прям стильная штука, это что-то поворачивает в тебе, что вот это реальные люди, с которыми действительно это происходит.